Такс, что тут у нас? Вторая часть культового слэшера? В 2013 году был издан на Blu-ray вместе с первой частью. Налицо все признаки официального продолжения. Признаюсь честно, я удивился, когда недавно узнал о его существовании. Второй раз я удивился, когда не нашел обзоров на этот фильм. Ну, что ж, если нет на ютубе, надо делать самому. И перед тем, как начать, внесу небольшую ясность. Поскольку первая часть не была строго привязана к первоисточнику, и поскольку данный фильм классифицируется как автономный сиквел, здесь не будет сравнения с книгой или первой частью. Ну все, пора бы начать, получается. Сюжет стартует с подката доктора медицины Виллерс на некое мероприятие. Привет. Я Дэвин Виллерс, доктор медицины. В какой области вы специализируетесь, доктор Виллерс? Я убиваю обезьян, а также... Банан. Людей. Шучу, не банан. Откровенно говоря, подобный способ знакомства явно не цепляет женщину, ввиду чего старший товарищ пытается помочь, пояснив, что имеются в виду медицинские опыты, но... Нет, я просто люблю убивать. И вот неудачный подкат помогает в освобождении танцпола и толкает Виллерса на безумный рейв. Push the tempo, 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 push the tempo. И уже в туалете он таки просит помощи. Пожалуйста, кто-нибудь помогите. Почему не сразу? Непонятно. Мне сейчас же нужен буфер, Дэвин. Буфер вообще-то кринжанул и ушел во свояси со своим старым несколькими минутами ранее. Даже на твоих глазах, вероятно. Невидимка терроризирует Виллерса, чтобы получить некий буфер, который необходим для продолжения жизни в таком состоянии. Док выдает имя той, кто может помочь, в обмен на сохранение жизни. Кто? Кто может приготовить сыворотку? Мэгги! Мэгги Далтон! Невидимка соглашается, но при одном условии. Ты меня никогда не видел. И как только злодей удаляется, затупок на ученом сразу же начинает кому-то набирать, за что и расплачивается жизнью. А на место происшествия прибывают два детектива – Мартинес и Иржан. Иржан, блядь, заебал. Спишь на работе? Я? Нет. Просто глубоко задумался. Ты чё ебанулся, спишь? Однако углубиться в детали дела им не дают. Дело отбирают военные из Пентагона. Теперь этим будем заниматься мы. По чьему распоряжению? Все согласовано с вашим начальством, если вы это имеете в виду. И, собственно, вопрос. Если все согласовано с начальством, то как вообще эти детективы оказались в этом туалете? Почему они не были отозваны по пути в ресторан, например? Видимо, этот вопрос интересует и Иржана, поэтому он решает побыковать. Вы слышали, что сказал полковник? Да, я слышал полковника. Не вмешивайся, Фрэнк. А то он сейчас залутит труп. После перепалки с начальником, Иржана и Мартинес представляют наблюдать за безопасностью Мэгги Далтон, биологом, чье имя невидимки перед смертью выдал Виллерс. Обеспечьте этой девушке ненавязчивую охрану. Это доктор Маргарет Далтон. Маргарет, это детективы Тернер и... Мартинес, у нас первое дежурство. Я ожидала, что пришлют кого-то постарше и поопытней. А мне 29, я чувствую себя на 60. Чувствуйте себя как дома. Во-первых, у тебя уже есть один старый, зачем тебе еще? Ты что, собираешь коллекцию? Во-вторых, если так подумать, то докапывание до возраста по большому счету обычных постовых выглядит чрезмерно лишним. И это говорит ученый. Хочешь более компетентных охранников, шуруй под охрану в Пентагон или еще куда-то. Проверь внизу, я возьму верх. Уверена, что возьмешь. Ладно, ты возьми верх, а я низ. Нет, давай, я в порядке. Уверена? Почему я не должна быть уверена? Мне нравится внизу, где все скрипит и стонет. Ну и во время обхода дома Мартинес пробивает на хавчик, однако в холодильнике она находит лишь всякие колбочки. А я не понял, что вы делаете в моем холодильнике? Блять, охуенный хавчик, блять. Ну и после осмотра жилища они оба отправляются на улицу. То есть никто не остается внутри дома. И тут надо внести ясность. Они оба не знают, что субъект невидимый, однако Далтон участвовал в эксперименте по введению в невидимость. И если она не может говорить об этом из-за договоренностей с военными, она хотя бы могла поспособствовать обеспечению своей безопасности. Более того, рейв произошел на глазах многих гостей. И если слив видеозаписи мы гипотетически можем исключить ввиду низкого уровня развития социальных сетей, то вот слив об особенностях поведения Виллерса от гостей прессы исключать нельзя, поэтому беспечность Далтон напрягает. И ладно бы в фильме был один затупок на ученом, который введен как типичный слэшерный герой, но главная героиня — это чересчур. Однако впереди, может быть, появится какой-нибудь лучик адекватности среди научного сообщества.
Наступает ночь, просыпается мафия. В данном фильме мафия представлена в лице этих двух подростков. Почему же они мафия? Ну вы только гляньте, какие грязные вещи они творят. И я не об оголениях. Я о том, что они снимают подобные кадры на камеру с эффектом ночного видения. Но насладиться производством клубнички им мешают. Мне показалось, я кого-то видела. Здесь никого нет. Давай, поиграем. Здесь кто-то есть. Здесь никого нет. Что с тобой, черт возьми? Здесь никого нет. Никого. И поскольку фишка Человека-невидимки в том, что он невидимый, а жанр фильма какая-никакая, но научная фантастика, я вышел в интернет-пространство с вопросом о силуэтах на дисплее камеры. Зайдя на один из самых авторитетных научных источников, я выяснил, что это называется фантом, или съем энергетически информационного поля Земли. Чаще всего появляется во время съемок старыми аппаратами, в зависимости от того, какое освещение, выдержка, сколько кварцев в объективе. Один итальяшка, собрав вокруг себя ученых, разработал тип телека через систему объективов и смог увидеть то, что происходило до 2000 лет назад. Но потом в течение года он сам и его 11 сподвижников погибли при невыясненных обстоятельствах. Единственное, что нашли журналисты, это короткая записка. Я видел, как Виктор распял Христа. Нужно ли людям знать это? Вот оно! Это Христ! Его распяли за то, что он задерживал развитие порноиндустрии своими межвременными пранками, из-за чего Порнхаб на год позже появился. В это время к Далтон приваливает ее младшая сестра, и нас ожидает классный диалог. Хезер, прости. Только что кое-что получилось. Сейчас время сумасшедшее, но скоро все кончится, обещаю. А пока мне надо обколоться и забеременеть от какого-нибудь проходимца. Проблема в том, что непонятно, из-за чего она выеживается, ибо перед этим моментом не было никакого заявленного похода куда-либо, на который Далтон теперь не может пойти. И неужели нельзя провести время дома? Взять в кинопрокате фильм, чипсики там. Хотя с онлайн-кинотеатром Vivi даже ходить никуда не надо, ведь там собрана вся классика мирового кинематографа от признанных мастеров. Но если вы вдруг захотите посмотреть фильм, который снял начинающий в малобюджетном Dungeon House, то без проблем сможете найти его на этом сайте. А еще первые 100 человек, перешедшие по ссылке в описании, получат на баланс $300. Поторопитесь, ну и смотрите фильмы с порталом. Тем временем сестра в обиде покидает дом. Все в порядке? Я зашел пожелать удачи. Мы верим в вас. Ну и пока люди выходят, коты заходят, коты людят, люди котят, в хату пробирается невидимка. С улицы, босиком, не оставляя следов песка или земли. Ну, минус очередной затупок, но уже на копе, которая увидела свою движущуюся тень в последний момент. Бам, блин! Черт. «49 секунд было потрачено для того, чтобы добраться от машины до дома. Это без учета того, что ему еще нужно найти источник звука. Но в любом случае констатируется смерть, невидимка затаскивает Далтон в комнату. Мэки! Где он? Я не знаю. Я знаю, что он у тебя. Где он? Где он? Я слышал, как вы там говорили. Кто мы-то? Кому ты обращаешься? Я один здесь нахуй! А к дому подваливают военные. Очистить комнату, быстро! Опять клятый неолудит уничтожает технику. В ходе сего действа куча военных, используя приборы ночного видения, не могут застрелить одного любителя портить чужие фотографии и видеозаписи. Далтон, которую нужно было охранять, и вовсе сбегает с Ержаном. В общем, полный хаос. Что вы за биолог? Я сама пытаюсь понять. Пока что я ничего не понимаю. Вот да, пока действительно ничего не понятно. Пойдем в участок. Только не в полицию. Ты полицейский. Он поймет, что я там. У нас нет выбора. Особенно непонятна следующая сцена, где герои без проблем убегают по оживленному тротуару, а невидимка сбивает всех на своем пути. Вот зачем? Ну вот для чего? И, наверное, пора бы пояснить еще одну деталь. Этот невидимка, в отличие от главгада первой части, является бывшим военным. И по сути тротуар для него сейчас — это полоса препятствий, которую он запорол. Ты преодолеваешь препятствия хуже, чем старики ебутся. Ты в курсе, рядовой Куча? И пока мы имеем следующее. Затупки на ученых, затупки на копах, затупки на военных. Идем дальше.
Они таки добегают до участка, но начальник заявляет, что Далтон надо сдать федералам. Ты прогибаешься перед ними? Да. Да? Да. В это время один из копов на проходной решает проверить плейлист убитого Вильерса и включает последний проигранный трек. Этим успешно пользуется Полый и узнает о месте нахождения Далтон. А теперь внимание, вопрос от Джака Фреско. Сколько нужно копов, чтобы не допустить смыва арестованной? По 3 там, или 2, или 1, или 4. А вообще нисколько, ибо ее побег был уже произведен. И спустя некоторое время наша парочка на угнанной тачке путем диалога решает нас познакомить поближе с ситуацией и антагонистом. Дело в том, что военные создали сыворотку, которая делает человеческие ткани невидимыми, что в свою очередь приводит к повреждению клеток посредством излучения, причем любого. Для предотвращения физической деградации была создана формула того самого буфера. Ну и когда все ингредиенты для создания суперсолдата были готовы, оставалось лишь найти подопытного. Его зовут Майкл Гриффин. Он служил в спецназе, был в Афганистане, Иране, в Ираке. Как вы себя чувствуете? Я чувствую, что сейчас взорвусь. Судя по этой фразе, воевал он не на американской стороне. Я мусульман. Клятые пиндосы опять над пленными бесчеловечные опыты проводят. Ну а дальше нас ожидает сцена превращения в Mortal Kombat. Честно говоря, эта сцена сильно не дотягивает до сцены из первой части. Это связано и со сменой полноценной секретной лаборатории на местечко для забора крови, и с графикой, и с постановкой. А все вместе это связано, вероятно, с крохотным бюджетом. Ну да неважно. После эксперимента Гриффин каким-то образом сбежал, и теперь скитается в поисках буфера. Новое послание, отправитель неизвестен. Ну и еще Далтон вбрасывает инфу о том, что какой-то анон шлет ей мелкие предупреждения, из чего Эржан делает логичный вывод. Кто бы он ни был, он должен был знать о нападении на ваш дом и искать вас. Нет, я снова поясню кое-что. Человек, к которому они сейчас направляются, бывший подопытный, который скрывается ото всех. При этом у него есть доступ к связи. При этом он на личный телефон научного сотрудника, который находится на контракте с армией, присылает весьма заигрывающие смски, которые можно трактовать как шпионские. Да еще и адрес свой пишет. В общем, чем больше этот фильм пытается в сценарий, тем хуже получается. Кто это сочинил? Тем временем в офис к старым воякам прискакивает их старый другалек. Хотя нет, знаете, это не их офис. Я ни за что не поверю, что у них нет средств защиты от суперсолдата, которого они сами же и создали. И сами же его сейчас ищут. Пусть это будет, ну не знаю, офис НТВ, например. Ну а что, вот кучка манекенов для съемки сериалов про ментов, а там вон чел в клипе снимается. Мама красный, папа синий, и я сам кручусь как спиннер. А вот женщина едет в лифте. Неужели с духом болтает? Понимаете, о чем я? Еще как понимаю. То есть опять какая-то актриса для съемок шоу про экстрасенсов. Да нет, что вы даже себе представить не можете, кто это на самом деле. Готовы? Сейчас со стула упадете. Это Диана Гурцкая. Нет, прикиньте, это реально она. То есть она снялась в этом фильме. Можете сами проверить на Кинопоиске. Вы просто ее без очков не видели. Ладно. Ну, собственно, Полый заваливается к усачу и начинает предъявлять ему за некое предательство. Ты меня подставил и позволил им меня убить. Ты не должен быть таким наивным. Нам было необходимо защитить целостность программы. Ложь. Я спас тебя после того, что ты натворил в Ираке. Пиздец в Ираке, блядь. Ну и усатый совершает должно быть единственное за весь фильм хорошее действие. Он вонзает перо под ребро. Если бы не этот проект, тебя ожидал бы военный трибунал за военные преступления камеры в Ливенворке. Боже! Ручка. Ты ткнул меня поганой ручкой. Ручка стоит 100 рублей, включает в себя много функций и куплена в фикс-прайсе. И я не знаю, как должны распределиться чернила после вонзания пера под кожу, но в угоду действию все-таки можно было раскрутить этот момент. А так мы имеем лишь скоропостижную смерть усача. И ради чего? Ради мести? Или ради того, чтобы зыркнуть в монитор, увидеть там текст смс-ки без имен отправителя и получателя и незамедлительно отправиться по адресу, что там был указан? Видимо, второе. А на том адресе умирающая от рака невидимка в отставке вводит нашу парочку в курс дела. Операция «Молчащий рыцарь» не имела ничего общего с национальной безопасностью, а лишь с политической. Он убивает своих политических противников. Оказывается, что Гриффин — это не просто беглый психопат, а психопат, работающий на департамент, который отвечает за политические убийства.
Ну или что-то вроде того. То есть начальство — это крысы, которые захотели слить Полого после какого-то конфликта. К слову, Полый уже тут, поэтому самое время сматываться, предварительно разделившись, чтобы потом эпично воссоединиться. Невидимый же решает взять в заложники сестру Далтон и выкатить условия. Хезер! Хезер! Это был Гриффин. Он хочет встретиться. Я должна спасти его жизнь или потеряю сестру. Он сказал, что если я приеду не одна, Хезер умрет. Но Эржан не собирается выходить из дела, поэтому он решает проследить за честностью сделки. И по факту обмен происходит. Правда, вместо буфера Полый забирает саму Далтон и заставляет ее раздеться. Отлично. Продолжай. Однако вколоть сыворотку невидимости он не успевает. В ходе суматохи Гриффин похищает Далтон окончательно, на глазах у всех. Помогите! Кто-нибудь! Спокойно, парень. Это же актеры, может, они репетируют. Помогите! Эржан ныкается в магазине и, чтобы скрыться, вкалывает себе сыворотку, которую выронил Гриффин. Старая крыса, подготовившись к увольнению, примеряет на себя роль ДПСника. Ну и пропустив автобус, с которого можно было стрясти баблишко, он стартует на более прибыльную точку, но его тормозит Эржан. Иржан, блядь, заебал. Ты не убьешь меня. Откуда ты знаешь? Ты это видишь по моим глазам? Вали отсюда, это у тебя получается лучше всего. В это время Полый уже в ожидании дозы и не забывает о методах предосторожности. Дай мне твою руку. Сначала ты. Не употребляю. Уколи себя. Начнем? А потом Далтон вкалывает дозу и ему. Ну и после небольшого приободрения Гриффин стремится уничтожить свидетеля. Я найду тебя позже. Сниму свою одежду и поймаю тебя. Нихуя себе, блядь. Ты въебал, Ну и начинается битва невидимок. Я поймал тебя, Тернер. Это я тебя поймал. То, что ты пидор, Сукин сын. Может, ты пидор. Ну и все, коп поражен, Далтон больше некуда бежать, но... Погодите-ка секунду. Что ты со мной сделала? Крысиный яд. Крысиный яд. Ну вы поняли, да? Он из компашки крыс, а крысе крысиная смерть. А вообще сцена превращения обратно в видимку в течение одного кадра вызывает больше симпатии, чем превращение в невидимку. Ну да ладно. На данный момент обе стороны под ядом, но Гриффин умудрился встать, а Далтон упасть. И точку в данном противостоянии ставит... Лопата! Далтон приходит в себя в больничной палате. Его пока нигде не видно. Не волнуйся. Он придет и найдет меня. Действительно, куда он денется? Теперь парень на игле. В общем, давайте как-то честны будем, я не знаю даже. Этот фильм можно не воспринимать как продолжение картины Верховена, однако как самостоятельный фильм — это вообще кошмар. И тут я не буду отмазывать его низким бюджетом. Картина с таким названием должна была привлечь инвесторов, но, видимо, после прочтения сценария шансов на бабки не осталось. И вместо того, чтобы переписать его и запитчить заново, было решено снимать так. Что плохого в сценарии? Во-первых, крайне бессмысленные диалоги. Даже если они ведутся о чем-то предметно, это быстро скатывается во фразы по типу «он там живет», а пока мне надо обколоться. Из этой проблемы вытекает следующее. Пустые персонажи. Они реально вот прям вообще никакущие. Мотивация Эржана, помимо как стать, разумеется, заключается вместе за коллегу, но с их отношениями мы особо не познакомились. Да и оставшееся время нас кормят тупыми диалогами вместо того, чтобы знакомить с главными героями. Хотя ладно, не пустые. Они имеют вообще отрицательный вес. То есть да, они будто бы создают пространственные воронки своей тупостью. Вторая проблема подкрепляется третьей, а именно игрой актеров. По сути, звездой тут является лишь исполнитель роли Гриффина, Кристиан Слейтер, но у него всего 2 сцены. Остальные актеры главных героев — это какой-то рофл. Большая часть фильмографии ребят — это второсортные картины да сериалы. Ну и последний минус. Это огромное непреодолимое желание режиссера нахреначить омажи Верховену с подбором внешности актрисы героини Далтон, да и сцен в принципе. При этом фильм содержит крайне малое количество действительно интересных сцен. Как только появляется подающий надежды персонаж, или хотя бы виднеется его арка, его сразу же вырезают. Будь то скиталец или же усач. И на этом мы и закончим. Спасибо за просмотр, с вами был Крипл Пик, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.
Пишите в комментарии, что думаете по поводу этого фильма, в принципе, ну и по поводу этого обзора. А также не забывайте про соцсети, ссылочки на которые вы видите на экране, а также сможете найти в описании. Удачи! Не-не, увидимся!